Компактный ноутбук для работы на дому и в офисе, который выполнен из прочных и качественных материалов, имеет довольно удобную эргономику, возможность откинуть экран на 180 градусов, я думаю, многим это будет полезно, самостоятельно расширить оперативную и внутреннюю память, и, как вы уже поняли, обо всем этом заявляет нам производитель в рекламе к ноутбуку MSI Modern 14B11 MOU 1226RU. Но как же на самом деле дела обстоят у данной модели, сейчас я расскажу. Всем привет, вы на канале Пользы.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, у меня новинка от MSI. Вы можете без проблем расширять внутреннюю память и ОЗУ, и ПЗУ. Вообще компактник. Вот, как он себя ведет в играх, вы узнаете на Твиче. Разумеется, я на нем погоняю. Вы поняли, да? Я удивлен не меньше вашего, я сформулирую так. Ничего никто не подкручивал. А по поводу кнопочек, все мне нравится внешне. Клава чуть-чуть прогибается, что неудивительно. Тачпад не гуляет. Но опять же, все это буду тестировать, потому что на заборе много чего пишут. Блок! Мало того, что разборный, он еще и супер компактный. Больше всего, как меня, так и вас, интересует автономность. Интересовала меня возможность запихивать сюда карты памяти. Запихивать можно. HDMI-овский кабель можно. Мини-джек не вижу. Есть. Мини-джек у нас есть. По поводу динамиков разберусь. По поводу питания здесь сбоку получается. Фронталка. Камера. Единственная, разумеется, по центру. И я не знаю, мне кажется, у значка MSI появился какой-то ребрендинг. Надеюсь, подпишитесь на канал, напишите в комментах, что вы еще хотите узнать по поводу этого девайса, потому что если вы смотрите это сейчас, то еще какое-то время я смогу вам его рассказать. Мне он нравится, а вам? Давайте проверим. Единственное, вес кило 380. То есть, ну, более чем. Маленький, компактный, простой. В телеге сегодня спрошу у подписчиков, чтобы им хотелось узнать. Смотрим. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 6 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Условия конкурсов, которых под конец месяца всегда много, и мои контакты в описании. В прикрепе мой телеграм-канал с промокодами на Алиэкспрессе, все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. Не забываем подписываться на телеграм-канал взаимопомощи и телеграм-канал скидок по ссылкам в прикрепленном комментарии. Там вам всегда помогут. Перейдем же к ноутбуку от MSI. Полетели. Поставляется данная модель в серой, голубой и бежевой расцветке. Дизайн данного устройства привлекательный, корпус выполнен из алюминия с матовым покрытием. Ноутбук имеет стандарт надежности MIL STD 810G. Материалы очень марки, что, конечно, не особо радует. Размеры его составляют 219 на 319 на 17 мм. Ноутбук компактный и не тяжелый, удобный прям. Сборка хорошая, ничего не скрипит, не люфтит, разъемы все неплохо оформлены. Открыть ноутбук можно спокойно одной рукой, вдобавок экран откидывается на 180 градусов. На корпусе расположили микрофоны, 2 стереодинамика с сертификацией Hi-Res Audio. Громкости, как по мне, лично слегка не хватает. С другой стороны, от устройства такого размера большего не ожидаешь. По качеству звучания не впечатлило, объем однозначно в убытке. Также есть веб-камера с разрешением 720p на 1 мегапиксель. Заострять внимание на ней мы не будем, так как качество изображения понятно. И в целом для данного ноутбука его хватает. Если хотите посмотреть, как все это будет выглядеть, если вы будете, допустим, в Твиче стримить с него, то на лайв-канале есть запись. Далее на дне мы имеем 4 антискользящие ножки, которые не очень хорошо справляются со своей задачей. Краткая информация: вентиляционная решетка для отвода воздуха. Разумеется, есть разъем для питания, к сожалению, не Type-C, но что делать? HDMI версии 2.0, разъем USB Type-C версии 4.0, Thunderbolt 4, притом с возможностью быстрой зарядки, кардридер с поддержкой microSD, 2 индикатора, аудиоразъем на 3,5 мм для внешнего микрофона либо наушников. Последний — это 2 разъема USB-A версии 3.2 Gen 2. Это прям очень круто и полезно. Клавиатура компактная, без цифрового блока с правой стороны, что неудивительно. Это компактный ноут. Но есть подсветка, что особенно хорошо. Печатать на данной клавиатуре удобно, хотя тачпад слегка мешает правой руке, нужно привыкать. Нажимаются клавиши приятно с глуховатым щелчком. Поверхность клавиш матовая и ход клавиш 1,5 мм. Тачпад обыкновенный и в использовании довольно удобный. Сканера отпечатков пальцев нет и веб-камера не поддерживает. Летим дальше. Ноутбук оснащен 14
12-дюймовым IPS-экраном с матовым покрытием и узкими боковыми рамками в 4,6 мм. Верхняя рамка в размере 9 мм. Разрешение экрана 1920 на 1080 Full HD, соотношение сторон стандартное 16 к 9. Плотность пикселей 157 ppi, матрица 8-битная, цветовое пространство в стоке это стандартный динамический диапазон SDR, а цветовой формат RGB. Частота обновления экрана также стандартно 60 Гц, яркость 300 кандел на метр квадратный. Если использовать его на улице в солнечный день, то яркости вполне возможно будет не хватать. Видно-то будет, но придется вглядываться. В домашних условиях, в условиях офиса, либо любого другого помещения яркости достаточно. Цветопередача неплохая, не скажу, что я в восторге, но еще раз, для домашнего использования или офиса более чем. Далее, процессор Intel Core i3 11-го поколения с техпроцессом 10 нанометров, двумя ядрами и 4 потоками. Максимальная частота которого 4,1 ГГц. Графика встроенная Intel UHD Graphics. Напоминаю, что все, что я рассказываю, это про ноутбук, который у меня на руках. Разумеется, есть модели с более жирными характеристиками, но вот это конкретно гонял я. У меня оперативная память DDR4 на 8 ГБ. Максимум сюда можно самому запихать ОЗУ на 64 ГБ, и это круто. Слотов под модуль карты памяти 2, один из них свободный. Можно 2 и заменить. Внутренняя память на 256 ГБ SSD M2 PCIe. Увеличить внутреннюю память можно аж до 2 ТБ. Результаты теста памяти стоковой вы можете наблюдать на экране, и показала она себя стандартно. Windows 11 домашняя в стоке, модуль Wi-Fi 6 версии на борту, Bluetooth версии 5.1, предпоследний. Для оптимизации и настройки ноутбука под свои предпочтения производитель предоставил приложение MCI Center. К слову, там можно включить технологию шумоподавления для микрофонов и еще много всего. Емкость аккумулятора 39,3 Вт-часа, выходная мощность адаптера питания 65 Вт. Полный цикл зарядки от родного адаптера занял 1 час 31 минуту. В PC-марке устройство отказалось проходить. За 1 час игры в КС версии 1.6 и одновременного стрима в Твиче уходит 60% заряда, что тоже неудивительно. Это не игровой ноут. На 20% заряда ноутбук начинает подтормаживать, потому что упорно пытается экономить заряд. В Genshin Impact играть можно, к примеру, на пользовательских настройках, а точнее на низких. Ноутбук показал себя, не скажу, что прям мрачно, но играть можно было. В более легкие игры играть можно без проблем, к примеру, в ту же КС-ку или танки, так что для ностальгии вам мощности хватит. Опять же помним, что 8 гигабайт оперативы, которые здесь в стоке, это ни о чем в 2022. Нужно будет докидывать. Не особо это дорого, но все-таки. Часовой тротлинг-тест вы можете видеть на экране. Максимальная температура процессора была 80 градусов, что неплохо. Напоминаю, допустим, мой тот же Asus игровой, он греется вообще до сотки, это тоже считается нормой. Часовой Fure Mark прошел без проблем и не вылетел. Ноутбук не шумный, что радует, охлаждается он хорошо, разумеется, если использовать его по назначению. Минусы — это расположение отвода воздуха, по мне это не очень удобно. Нет сканера отпечатков пальцев или хотя бы распознавания лица. Тачпад слегка мешается во время печатания, к этому привыкаешь. Также, по мне, не очень качественное звучание у динамиков. И экран стандартно стоковый, чего мы хотим от ноутбука за эти деньги. Что у Huawei, что или еще каких-то альтернатив таких же размеров, плюс-минус то же самое. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Если промокоды, смотрите в моем телеграм-канале, также по ссылке в прикрепленном комментарии. Не забываем подписываться на телеграм-канал взаимопомощи и скидок. Не забываем смотреть на лайве тест этого ноутбука, абсолютно не игрового, в играх. Всем, кто оставит любой комментарий, огромное спасибо, вы помогаете проекту. Логично, желательно без мата, хамства и рекламы. Резюмирую. MCI Modern 14B11 MOU 122.6RU неплохой выбор для работы в офисе или серфинге в интернете. В целом, по производительности он адекватный, и отлично, что есть возможность самому расширить оперативную память и внутреннюю. По другим моментам я уже рассказал. Еще один огромный плюс, что этот девайс можно за одинаковые деньги пройтись и купить в любом магазине в ритейле. Пощупать, потрогать клавиши, посмотреть экран. И если помнить, что опять же это рабочая машинка, то я удивлен, они молодцы. Не ожидал я от MCI. Подписываемся с колоколом, ставим лайк за труды, от меня девайс сюда. Добра и удачи вам, дорогие друзья.